Всем привет! Первый день после выхода видео «3 закуски к фильму» нам стало понятно. Надо готовиться к торту. Вы просто супер! Проявили большую активность и оставили огромное количество лайков и комментариев. Итак, с тортом все понятно. Но как снять торт, чтобы было интересно не только женской аудитории, но и мужской, а их на нашем канале ни много ни мало 70%. И тут без Андрея никуда. Его гениальную идею надо бы запатентовать. Начнем с бисквита, который получится у каждого. Берем 5 охлажденных яиц, 1 стакан муки и 1 стакан сахара. Тщательно отделяем белки от желтков. Ни капли воды – это главное правило, когда начинаешь работать с белком. Поэтому в сухую посуду выливаем холодные белки, добавляем чуть-чуть соли и взбиваем на самой маленькой скорости без сахара. Затем всыпаем 2/3 стакана сахара в 3 этапа. Скорость постепенно увеличиваем. Белок взбиваем всего 5 минут, больше не стоит. Аналогично перемешиваем желток, сначала без сахара, а затем добавляем его частями. После того, как у нас получилась вот такая воздушная консистенция, мы соединяем две массы. Теперь наша задача все аккуратно соединить. Постепенно всыпаем просеянную муку и перемешиваем. Тесто должно получиться однородным, воздушным и без комочков. Перед тем, как поставить тесто в духовку, подготовим формы для 2 тортов. У нас 6 колец без дна, поэтому берем фольгу, обрезаем квадрат и формируем дно, подворачивая углы. С маленькими кольцами работаем по такому же принципу. Формы есть, дно есть, кладем внутрь пергаментную бумагу. Бортики лучше смочить водой, чтобы бумага пристала к стенкам. Кладем тесто в форму, выравниваем верхний слой и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 40-45 минут. Готовность бисквита проверяем шпажкой. Бисквит должен остыть. Затем обматываем его пищевой пленкой и на несколько часов, а в идеале на ночь, отправляем в холодильник, чтобы он окреп и не крошился. У нас появилось время сделать розы. Для работы с мастикой нам нужны специальный мягкий коврик, 2 кольца и 2 трубочки разного размера, стик с шариками, кисточка и пинцет для маленьких роз. Берем готовую белую мастику для моделирования и разминаем ее пальцами. У нас будут белые и красные розы. Коралловый цвет создаем с помощью розового и оранжевого красителей. Краску смешивать лучше в перчатках, так как мастика становится очень липкой. Кукурузным крахмалом посыпаем стол, растягиваем руками мастику, окончательно смешивая цвета. И раскатываем ее до тонкого состояния, так, чтобы она начала просвечиваться, как можно тоньше. Сначала вырезаем 5 кружочков диаметром 3,5 см. Затем вырезаем 4 кружочка диаметром 2,5 см и выкладываем их на коврик. Для розы формируем бутон. Он должен быть чуть меньше маленького лепестка. Бутон должен подсохнуть. Теперь берем стик и большим шариком придаем лепестку волнистость. 1/3 часть кружочка оставляем нетронутой. Если нет стика, то лепестки утончаем с помощью рук. Даем лепесткам подсохнуть 10-15 минут. Для миниатюрных розочек аналогично вырезаем лепестки, только с помощью пищевых трубочек. Помещаем мини-кружочки на коврик и начинаем их волновать маленьким шариком по всей длине окружности. Маленький бутон насаживаем на влажную зубочистку и переходим к стандартным подсохшим лепесткам. Сначала берем бутон и накладываем на него первый маленький лепесток, стараясь соединить края. С помощью воды приклеиваем лепесток к бутону. Исходя из нашего опыта, легче работать, если бутон сразу насадить на зубочистку и вставить в пенопласт. Далее берем 3 лепестка маленькой окружности и фиксируем их между собой с помощью воды. Смазываем середину первого лепестка и начинаем приклеивать, прижимая у основания. В быстром варианте сразу 5 крупных лепестков соединяем между собой.
Далее смачиваем влажной кисточкой середину любого лепестка и прикладываем остальные, постепенно их прижимая к бутону. Более изящный вариант получается, если приклеить сразу 3 маленьких лепестка, затем сразу 3 крупных и по отдельности еще 3 лепестка. Руками делаем небольшие изгибы, придавая объем и естественный вид. С маленькими розочками работаем по схожему алгоритму. Отличие только в том, что каждый лепесток мы крепим по отдельности с помощью воды, пинцета и стика. Это ювелирная работа. Здесь требуются более точные и уверенные движения. Если мастика начинает прилипать к пальцам, то всегда можно подстраховаться кукурузным крахмалом, но не картофельным, он оставляет следы. Суть розы в том, чтобы всегда, везде и в любом размере быть самой красивой. Возвращаемся к коржам, снимаем пергаментную бумагу и разрезаем вдоль. Прекрасно! Охлажденный бисквит готов, розы готовы, делаем крем-цемент для воплощения идеи от Андрея. В чашу кладем 200 грамм сливочного масла комнатной температуры и 200 грамм сгущенного молока. Недолго перемешиваем все до однородной консистенции. Коржи смазываем внутри кремом, вырезаем центр и разделяем пополам. Далее наносим крем между секциями шоколадного фонтана и фиксируем коржи. Сначала нижний, затем средний и, наконец, верхний. Обматываем торт фольгой и отправляем в холодильник на несколько часов, в идеале на 5, до полного застывания масляного крема. Мини-бисквит также очищаем от пленки и бумаги. Надеваем кольца и обрезаем лишнюю верхушку. Снимаем формы, выравниваем коржи, смазываем их кремом, склеиваем вместе 3 яруса, выравниваем крем и отправляем в холодильник. Для фонтана берем 2 кг шоколада с содержанием какао не меньше 56%. Дробим его на кусочки и отправляем в микроволновку. Каждую минуту вытягиваем и перемешиваем до полного растворения. Для повышения текучести стоит добавить какао-масло или рафинированное масло из расчета 10% от общего веса шоколада. Наконец, включаем подогрев в шоколадном фонтане, фиксируем трехъярусный фонтан на торт, разматываем фольгу и вставляем вот такую штуковину, которая называется шнек. Наливаем шоколад в чашу так, чтобы 1-2 см не доходили до верхнего бортика, и включаем фонтан. Шоколад на нас действует гипнотически. Вы слышали, что 79% людей готовы рассказать о себе больше, если им предложить шоколад? А еще запах шоколада в магазинах увеличивает продажи. Так что будьте осторожны, не теряйте голову. Гомер, увидев это, сказал бы: шоколад!» Наш торт полностью покрылся шоколадом. Теперь обволакиваем в фонтане и нашу миниатюрную версию. Мы долго думали, как логично объединить шоколадно-фонтановый торт и розы. А розы были настолько красивыми, что хотелось украсить ими весь торт. Вот у вас было такое ощущение, что вы теряете чувство меры, когда сделали что-то своими руками? Как важно здесь вовремя остановиться. А наш мини-торт под тяжестью шоколада стал похож на Пизанскую башню. У меня шоколадный фонтан всегда ассоциируется с клубникой. А тем, кто обожает все сверхсладкое, тому как дополнение понравится розочка из мастики или банан в шоколаде. Вот он, момент истины! Наконец-то! Отрезаем небольшой кусочек от фонтана торта и пробуем. Отличный классический бисквит с масляным кремом, как в детстве, и с большим количеством теплого ароматного шоколада. Этот торт – настоящая любовь, которую можно подарить самому себе.
В этом торте объединились гениальная идея от Андрея и моей розочки. Как вы думаете, что мы приготовим в следующий раз? 3 самых популярных десерта в мире, 3 блюда из страусиных яиц или 3 лучших японских блюда? Пишите в комментариях. Нам очень интересно, какой интуицией обладают наши подписчики. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!